Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы разберем тестер стратегий в MetaTrader 4, в MetaTrader 5. Мы подключим индикатор E-транслятор для MetaTrader 4 и напишем какой-нибудь новый индикатор E-транслятор для MetaTrader 4. И то же самое сделаем для MetaTrader 5. Видео будет большое, надеюсь, интересное и познавательное. Я буду все по шагам, медленно, доходчиво все рассказывать, объяснять, показывать. Ну, а ваша задача слушать и желательно понимать то, о чем идет речь. Итак, начнем мы с терминала MetaTrader 4 и далее по порядку, как я озвучил, будем идти. Итак, значит, я запускаю свой MetaTrader 4. Он у меня запускается на другом экране. Первое, что нужно сделать перед тем, как вы собираетесь что-то тестировать, это убедиться в том, что ваш терминал имеет последнюю версию. Мой MetaTrader 4 имеет версию 13.53, то есть на текущий момент это последняя версия. Она вышла 16 декабря 2021 года. К сожалению, терминал MetaTrader 4 больше не обновляется, и работа над ним полностью прекращена. То есть никто из разработчиков больше не работает. И обновления, которые появляются на MetaTrader 4, они касаются только маркета, сервисов сайта MQL5. Сам функционал торговли, позиций, ордеров, цен больше не обновляется. Все. Считается терминал устаревшим. Поэтому рекомендую вам переходить на терминал MetaTrader 5. Там больше функций, больше возможностей, и он также интуитивно понятен, как и MetaTrader 4. Итак, чтобы проверить, есть ли у нас какая-то новая версия терминала MetaTrader 4, мы подключаемся к серверам MetaQuotes Demo. Для этого мы на счетах «Открыть счет» нажимаем, правой кнопкой кликаем «Открыть счет». И здесь мы ищем сервера MetaQuotes. Для этого прокручиваем в самый низ, и вот где плюсик, тут написано «Введите имя брокера». Мы вводим на английском языке MetaQuotes. Он ищет сервера MetaQuotes, находит их, вот он, MetaQuotes Demo. Мы нажимаем кнопку «Далее», новый демо-счет, далее. Вот он у нас появился демо-счет, к которому мы подключаемся. Терминал подключился. Справа внизу мы видим, что соединение есть. К нам уже прилетает какая-то почта. И наша задача теперь заглянуть в журнал. Если есть какое-то обновление, то здесь будет написано, что терминал будет обновлен. Когда обновление будет загружено, перед вами появится окошко, в котором будет предложено перезагрузить терминал. Но вы перезагрузите, особо ничего не изменится, какие-то ошибки, баги касательно маркета будут устранены, изменены. А так MetaTrader 4 больше не обновляется и не развивается. Чтобы открыть тестер стратегии, мы вверху нажимаем вот на значок с лупой. И тогда открывается тестер стратегий. Можно также нажать «Вид» и «Тестер стратегий», либо горячую клавишу Ctrl-R. Тестер стратегии открывается обычно внизу, если вы ничего не делали. И выглядит он в MetaTrader 4 вот таким вот образом. Вот такое длинное окошко на весь экран. Тестер стратегии в MetaTrader 4, он простой, элементарный, ничего сложного нету, поэтому особых каких-то чудес от него ждать не нужно. Максимальное качество истории, которого в нем можно достигнуть, это 99%. И это качество истории вы можете добиться только в том случае, если вы где-то скачаете специальные котировки, подготовленные. Обычно у брокеров максимальное качество это 90%, которое можно добиться.
Чтобы вы понимали, тестер стратегии 90% это, грубо говоря, каждый 10-й тик у вас будет баговый. При 99% каждый 100-й тик у вас будет баговый, ошибочный. И это не самое страшное, не самое плохое. Самое плохое заключается в том, что тестер стратегии генерирует тики, движение цены по некоему алгоритму. Зависит еще от тиковых объемов и прочих дополнительных вещей. То есть, то, как ходит цена в тестере стратегии, в реале она так ходить не будет. Очень важным моментом еще является то, что советники могут выполняться с небольшой задержкой. Ну что значит? То есть, чтобы инструкция советника выполнилась, советнику нужно какое-то процессорное время и реальное время. То есть, грубо говоря, представим, тяжелый, мощный советник выполняется ровно полсекунды. А бывает такая ситуация, что тики прилетают 50 штук за эти полсекунды. Что происходит? Советник все эти тики пропускает и работает на последнем доступном тике. Почему это сделано так? То есть вот за это время, пока советник обрабатывал предыдущий тик, прилетело 50 тиков, и он берет последний 50-й тик. Потому что каждый тик это новая цена. И если советник будет отрабатывать каждый тик в реале на демо-счете, то при отправке торговых приказов брокер эти приказы не примет, потому что цена изменилась. А вот в тестере стратегии как раз таки советник будет отрабатывать все тики. Поэтому результат в тестере стратегий будет кардинально отличаться от результата на демо-счете, либо на центовом, либо на реальном счете. Поэтому смотреть на прибыльность или убыточность торговой стратегии в тестере MetaTrader 4, да и в тестере терминала MetaTrader 5 не имеет смысла. Ну как, там есть небольшой смысл, и об этом я расскажу, но верить в то, что вы столько же заработаете, сколько вам показал тестер стратегий, это, по меньшей мере глупо. Итак, давайте приступать к самому тестеру стратегий. Я тут поднастроился, к записи видео я особо не готовился, поэтому все будет на ходу. Почему так? Если я где-то сделаю какую-то ошибку, увижу и исправлю, вы научитесь как раз таки исправлять какие-то свои ошибки и научитесь понимать и анализировать то, что вы делаете вместе с ошибками и без них. И от этого будет больше пользы, чем если я как школьник на уроке расскажу вам стихотворение. Поэтому поехали. Тестер стратегий. Слева есть окошко выпадающее, советник, индикатор. Если вы выбьете индикатор, выведите индикатор, то вам график будет просто рисовать работу индикатора. Вы сможете отследить, перерисовывается индикатор или нет. И, соответственно, отследить показания самого индикатора. Нас интересует пункт советник. Советник пункт позволяет оттестировать советник, посмотреть, как советник торгует, какую торговую стратегию советник использует и вообще какой в нем алгоритм. Для тестирования я выберу свой последний советник, который Smart Grid. Очень много было просьб сделать записи по этому советнику, поэтому, чтобы было больше информации, я буду использовать именно этот советник. Советник Smart Grid. Мы выбираем здесь, нажимаем на стрелочку справа. Да, на стрелочку справа надо нажать. Выбираем тот советник, который нам нужен, именно советник, потому что мы выбрали советник. И, соответственно, данный экземпляр будем сейчас рассматривать. Дальше. Следующее. Вы выбираете финансовый инструмент. У меня стоит золото, XAU USD Gold. Я выберу пока евро-доллар, потом, если не забуду, протестирую на других валютах. Евро-доллар. Если у вас здесь мало валют, видите, смотрите, здесь у меня 4 валюты. Почему 4, а не больше? Их же на самом деле больше. Потому что в окне обзора рынка у меня 4 валюты. Если я сюда добавлю какую-нибудь валюту, например, USD CAD, то в список финансовых инструментов эта валюта не добавится, пока
вы не перезагрузите терминал. Как только вы терминал перезагрузите, здесь еще появится пятая валюта. Поэтому при добавлении валюты в обзор рынка нужно терминал перезагружать, и тогда эта валюта появится в списке символов. Дальше. Моделирование. Все тики, наиболее точный метод. Да, это наиболее точный метод из тех трех, которые представлены. Но опять же, повторяюсь, тики эмулируются. Они с реальными тиками ничего не имеют общего. Контрольные точки очень грубый метод, и по ценам открытия тоже грубый метод. Последние два метода, контрольные точки и по ценам открытия, для тестирования абсолютно непригодны. Эти пункты нужны для программистов в большей степени и для советников, которые в своих алгоритмах не используют каждый тик, которые работают по открытию нового бара. То есть новый бар открылся, советник что-то выполнил и замолчал. Потом новый бар открылся, новая свеча открылась, советник что-то сделал и ждет следующего. Вот тут еще может быть эти варианты как-то чем-то помогут. Но если вы хотите увидеть более-менее реальную какую-то картину работы торгового советника, то два других пункта лучше не использовать. Затем использовать дату от и до. Вы можете на истории финансового инструмента выбрать какой-то период и тестировать именно на этом периоде. То есть вы можете выбрать трендовый период, можете выбрать флетовый период и протестировать советники конкретно на таких периодах. Здесь важно отметить, что чем больше эта дата, то есть если вы ставите там полгода, год, чем больше период вы устанавливаете срок тестирования, тем дольше все будет загружаться и тем дольше все будет работать. Поэтому не имеет смысла ставить тестирование с начала 1970 года. MetaTrader 4 и так слабый. И если вы запустите такое тестирование, то к концу 2570 года ваше тестирование, скорее всего, еще не закончится. Поэтому грамотно подходить. Вы выбираете участок тренда или флета, и именно на этих участках изучаете работу торгового эксперта. Едем дальше. Визуализация. Если вы ставите здесь галочку, вы будете видеть все, что происходит. Именно так я и рекомендую изучать работу торгового алгоритма. Отключать, если вы снимете галочку, то тестирование будет проходить, и кроме роста падения кривой баланса вы больше ничего не увидите. Но увидите еще отчет, в котором будет намулевана виртуальная прибыль или убыток, и что и как и было. Но с реальной торговлей, даже на демо-счете, это ничего общего иметь не будет. Пожалуйста, ребята, не заблуждайтесь, не рисуйте хрустальные замки, они разбиваются моментально. Тестер стратегий — это не гарантия, и он не предназначен для того, чтобы изучать прибыльность и убыточность торгового эксперта. Вот этот бегунок, от его положения зависит скорость. От его положения зависит скорость тестирования. Чем ближе он вправо, на 32, вот видите, стоит, тем быстрее будет идти тестирование. Давайте на 32 поставим. Значок паузы. Можно в какой-то момент тестирования поставить на паузу. Пропустить до. Здесь указывается дата, до которой вы можете пропустить тестирование. То есть вы поставили визуализацию, смотрите, тут неинтересный момент, и вы хотите пропустить до какой-то даты. Вот как раз это для этого и нужно. Пропустить до, и вы указываете дату, до которой будете пропускать. Значит, здесь по датам мы ставим, можно поставить сегодня, а откуда начнем? Смотрите, что можно на май нажать, на год нажать и выбрать любой период. Поэтому я просто показываю, как это сделать удобно. Дальше мы берем 21 год, мы берем примерно полгода, июнь месяц для первого теста. Потом будем менять все. С 1 июня по сегодняшнее число. Все мы включили. Переходим к моменту справа.
Свойства эксперта — это настройки, мы сейчас к ним вернемся. Период H1, на каком таймфрейме будет проходить тестирование. Здесь важно учесть, что есть советники, которые учитывают период, а есть, которые не учитывают. И есть советники, которые в зависимости от настроек могут учитывать период. Smart Grid как раз таки к таким и относятся. Чем меньше вы поставите период, тем визуализация будет быстрее. Минутные графики, они будут прям лететь перед глазами, и вы рассмотреть ничего толком не сможете. Я обычно тестирую на часе или выше. Вообще я и торгую на реальных счетах на часе или выше. Начинаю с недели, дня и на часе уже там какое-то решение принимаю. Меньше часа не лезу и никому не рекомендую, потому что там денег нет. Спред. Текущий. Текущий — это тот, который вот в режиме реального времени есть. И будет именно он. Но вы можете поставить какой-то фиксированный спред, там 2 пункта, и он будет четко везде 2 пункта. Тоже нюанс тестера MetaTrader 4, что со спредом в тестировании большая беда. Его по факту нету. Вот он ставит текущий, там 3 пункта сейчас, и он 3 пункта будет показывать по всей истории с 90-го года, если вы поставите. Соответственно, ни о каких достоверных данных тестирования, профитности и убыточности говорить не имеет смысла. Едем дальше. Оптимизация. Сегодня мы оптимизацией заниматься не будем. Это отдельное видео. Постараюсь в ближайшее время сделать. Это совсем отдельный процесс. Он к тестированию толком отношения мало имеет. Далее. Свойства эксперта. Вернемся. Свойства символа. Здесь вы можете посмотреть все свойства символа. Менять вы их не можете, ничего сделать не можете. То есть вот сейчас спред по евро-доллару 19 пунктов зафиксирован. Это Форекс, валюта маржи евро и тудым-сюдым, все это здесь описано. Вы можете открыть график финансового инструмента и кнопкой «Изменить эксперта», если у вас есть исходный код, вы можете нажать, и откроется редактор кода, и, соответственно, вы можете отредактировать своего советника. Далее. Вот это мы подготовили сам тестер. Но нам нужно еще подготовить историю по финансовому инструменту. Для этого идем «Сервис», архив котировок, можно просто нажать F2, и у нас открывается вот такое окошко, с помощью которого мы можем прокачать котировки в терминал MetaTrader 4. Окошко это не растягивается. И обратите внимание, евро-доллар. Серый значок, значит данных недостаточно. 2 раза кликаем, смотрим. База данных 65 тысяч символов. А может быть 8 миллионов. Поэтому 2 раза кликаем, нажимаем «Загрузить». Он дает предупреждение о том, что вы собираетесь загрузить исторические данные. Периодически проверяйте свой жесткий диск, потому что вот эти исторические данные могут весить очень много. Нажимаем «Ок». И пошла загрузка. Раз и все. Проверяем, 65 тысяч баров все равно. Это нам доступно. Пробуем еще раз. Скорее всего, это ограничение самого тестера стратегии, самого терминала. Видите, 65 тысяч ровно. База данных с такого количества. Дальше загрузить 5-минутки. 15-минутки. Желательно один раз прогрузить всю историю, и вы потом сможете спокойно переключаться. Но, честно говоря, мне не верится сейчас, что история скачивается действительно правильно. Если у вас история получается битая, вот смотрите, видите, я загрузил котировки, и у меня часть истории по евро-доллару пропала. Видите, цена вот она здесь внизу, а график вот он. То есть вот так работает MetaTrader 4. И вот на таких исторических данных мы сейчас будем все дело тестировать. Пробуем обновить нажать.
Ага, вот он прокачал. Но все равно это признак битой истории. Переходим в файл, открыть каталог данных. Мы попадаем в папку терминала MetaTrader. Идем, ищем здесь данные брокера. Данные брокера. Нам нужна история. Вот она, history. Так, history, открывайся. Windows 11 притупливает безбожно. И вот тут у нас есть данные брокеров. Вот файл outcat 60ht. Это значит, что это файл истории, весит 121 килобайт. Но мы outcat подключили, поэтому оно здесь появилось. А вот если вы посмотрите на минутку евро USD, то здесь 459 тысяч килобайт. То есть история приличная. Но поскольку я недоволен историей, я хочу ее получить нормально, то я ее удаляю. Я не помню, какой там у меня сервер стоит сейчас, поэтому я удалю во всех папках Alpari и историю. У меня MetaQuotes демо сейчас даже запущен. Но мы сейчас все равно перейдем на счета брокера, чтобы у нас были качественные, более-менее какие-то качественные котировки. Поэтому вот это все HST мы просто удаляем. Удаляем. Нам надо еще в одном месте удалить. Вот в этой папке. Винда 11 ищут тот подарок. Поэтому прежде чем переходить, хорошо подумайте. Ну и она еще, наверное, дорабатывается. Нажимаем, удаляем. Так, папку Alpari мы почистили. Переходим на реальный счет, чтобы подкачать реальную историю. И теперь опять архив котировок. Видите, база данных 2049. 2048. Нажимаем снова загрузить. Окей. Нет новых данных, пересчитать. Да, нет новых данных. Пересчитываем все. И вот снова 65 тысяч. Загрузить. 15 минут тоже загрузить. Все прогружу сразу, чтобы было. Чтобы потом не дергаться сюда. И часовик. График, который сейчас у меня открыт. Так, теоретически мы прогрузили как-то более-менее историю. Теперь нажимаем кнопку старт и любуемся. Советник начал вести торговлю. Что я сейчас смотрю? Я смотрю, что история подгружена, советник ведет торговлю, все нормально. Останавливаем тест, переходим ко вкладкам. Результаты. Здесь мы видим, как торговал советник. Какое время buy sell открылись 1 июня, как мы и задали. То есть вот эти две позиции открылись на графике четко 1 июня. Далее была модификация двоечки. Двоечка это у нас sell, модификация стоп-лосс, стоп-лосс, стоп-лосс. И далее, потом были закрытия, срабатывание по стоп-лоссу. Вот она считается прибыль-убыток. И дальше тоже прибыль-убыток, все это считается. Следующее. График. На этом графике показывается баланс и equity, текущая прибыль-убыток. Что это значит? Вот у нас сделка закрылась. По одной позиции мы получили прибыль и баланс увеличился. А поскольку вторая позиция в этот момент была в минусе, то equity пошло вниз. Следующая позиция закрылась в прибыль. Мы получили по балансу, прибавили прибыль. А по второй позиции у нас была просадка. Поэтому здесь получается, что equity ниже. И так далее. Объемы. Вот эти столбцы показывают объемы. Вот вон, видите, я навожу мышку 001, время, стоп-лосс,
профит, все показывается. А вы видите столбик чуть-чуть больше, здесь уже лот 002. Соответственно, эти столбики показывают размеры торговых объемов. Отчет. В отчете мы видим, что баров в истории почти 5000, смоделировано тиков. Обратите внимание, смоделировано тиков 10 миллионов, качество моделирования 90%. Ну, больше мы добиться не сможем, потому что я не качаю вот эти котировки с качеством 99%, потому что я вообще тестеру на прибыльность, убыточность не доверяю. Дальше. Ошибок рассогласования графиков 0, то есть историю мы прокачали достаточно качественно. Начальный депозит, чистая прибыль и пошло описание. Максимальная просадка, относительная просадка, то есть здесь данные прибыльности, убыточности, которые к реальному моменту, к реальной торговле отношения толком никакого не имеют. Едем дальше. Буквально секундочку, прошу прощения. Смотрите, на моем сайте «Школа трейдинга» есть статья «Как тестировать советники». MetaTrader 4. Здесь рассказано все то же самое, что я вам сейчас рассказываю, только текстом. И здесь есть такой интересный момент. Я его специально вынес в эту статью. Информация из справки терминала. И вот здесь описано каждое поле из тестера стратегии. Вот эти все поля полностью описаны. Вот они, видите, 1, 2, 3, 4, и вот здесь вот полностью все описано. То есть, если вам что-то непонятно, приходите на вот эту статью, и тут полностью все описано, какой показатель о чем говорит. И последняя вкладка у нас это журнал. В журнале пишется все, что делает советник, абсолютно все. Вот смотрите, мы загрузили советник на графике. Успешно загружено написано. Затем тестер применил шаблон, подготовленный тестер TPL. Затем тест сгенерировал спред на 16 пунктов. Дальше запустился советник вот с такими настройками. Это все в одну линию. И пошел советник торговать. Это все модификации. Потом, когда тестирование заканчивается, вот он пишет, делает аномалию обрыва тестирования, то есть вы тест остановили сами, либо он сам остановился, и позиции все, которые открыты, они разом закрываются, и это дает падение, либо резкий рост, в зависимости от алгоритма, который вы используете в торговле. Дальше. Нажата кнопка «Остановить» и закрыты 6-7 ордер, позиция закрыта. 108 баров, сгенерировано, что тут у нас получается, 10 миллионов тиков, процесс занял 20 секунд, 21 секунду всего. То есть MetaTrader 4 вам описал, как работал, что делал советник. И открылся график, на котором евро-доллар 1H1 визуал. То есть визуализация была, где мы смотрели, как торговал советник. Где торговал советник и как торговал. Теперь переходим именно к самому процессу тестирования. Именно на что смотреть, как разбираться с советником, как понимать, как научиться понять алгоритм и что с этим алгоритмом дальше делать. Вот теперь мы переходим к настройкам. Тестер у нас готов, история готова, мы проверили, что все запускается, торгует, а теперь мы будем разбираться с самим советником. Итак, тестирование. Мы назначаем с депозита 1000, валюту выбираем, в которой будем тестировать, доллар, лучше доллар. Затем торговлю мы разрешаем long и short, то есть покупка и продажа. Оптимизируемый параметр баланс. Честно говоря, это не особо интересно. Это вообще для оптимизации. Это мы в следующем видео будем смотреть.
Затем входные параметры. Вкладка оптимизация тоже сейчас не нужна. Входные параметры. Поскольку это советник, это мое творение, мое детище, я знаю тут все эти настройки, какая за что отвечает, и постараюсь рассказать вам все так, чтобы вы могли разобраться с любым другим советником. Смотрите, в эти все столбцы можно двигать. То есть, если вы открыли и вы не видите, у вас вот так вот обрезанное название, вы можете взять за верхнюю часть и отодвинуть ее. Если вы будете двигать само окно, они здесь в принципе автоматически все выставляются, поэтому двигать нужно окно, чтобы прочитать полностью все о настройках. Для тестирования нас интересует только вот этот вот столбец значение для тестирования. Для тестирования не нужны старт, шаг, стоп. Для тестирования не нужно ставить вот здесь вот галочки. Это все для тестирования не нужно. Для тестирования один столбец. Все остальное нужно для оптимизации. Итак, советники бывают с фиксированным стартовым лотом, а бывают с процентным. Соответственно, чтобы нам легче было считать, то процентный лот лучше не брать. Мы взяли $1000 баланса, советника посчитает там 1% там, на $100, он может купить таким объемом, что нам потом будет тяжело считать. Поэтому мы не берем процентный лот, мы берем фиксированный лот и берем самый минимальный, который нам позволяет брокер. Потому что так удобней считать. Когда вы понимаете уже, как эксперт торгует, как он работает, тогда вы можете уже пробовать там процентный. Что даст вам процентный? Опять же таки, процентный лот, он просто сделает очень красивую большую кривую там на 3 миллиарда прибыли в 3-миллиардной степени. Но это в тестере. На реале такого, скорее всего, не будет. Во всяком случае, за историю человечества еще ни у кого не было. В тестере у каждого второго. Едем дальше. Мартингейл лот. Для того, чтобы понимать, что эти за настройки, вы также идете в описание настроек. Если это Smart Grid, то вы идете на страницу Smart Grid, нажимаете настройки. И открываются настройки, где все описывается. Итак, смотрим, что тут у нас написано. Тип автоматического расчета. Настройка позволяет выбрать автоматический метод расчета лотов для новых позиций, открывающихся против тренда. Читаем внимательно. Позиции, которые открываются после тренда. Идем. Мартингейл, старт лот, читаем и ставим для легкой математики, для начала, чтобы понимать, увеличение в 2 раза. Лот мультипиллер. Что это такое? Мультипликатор. Это мультипликатор, который умножает лот. Так. Я мультипликатор в советник вернул, а настройку не описал в настройках на сайте. Поправим. В общем, мультипликатор, помимо того, что идет умножение на 2, в советнике Smart Grid он еще делает умножение дополнительное. То есть он еще адски нагоняет лот. Но может и уменьшать, если мультипликатор сделать меньше единицы. Следующая настройка — это ручной ввод лота. Вот он, ручной ввод лота. Пока мы это не используем. Ограничение. Максимальный лот на покупку, максимальный лот нам тоже не надо, потому что нам нужно понять, как работает торговая стратегия. Дальше. Настройку averaging оставляем по умолчанию. Position close percent мы тоже оставляем по умолчанию. Тут 40. Далее. 40.
Торговля на покупку, на продажу. Максимальное количество ордеров на продажу и на покупку мы тоже не используем. Нам надо понять, как торгует советник. Дальше. Степ. Количество пунктов в шаге между позициями. Мы ставим здесь какое-то ровное значение, например, 200. Дальше. Увеличение этого шага мы не используем. Ручной ввод шага мы не используем. Минимальная прибыль оставляем по умолчанию. Закрытие позиции при прибыли и убытке мы вообще не трогаем, потому что оно нам ничего не даст, мы ничего не поймем, не изучим. Трейлинг стоп мы делаем какой-то минимальный. Все. Остальные параметры, использовать сигналы от других индикаторов мы не делаем. Тип торговли, как торгует, торговую стратегию мы тоже пока не выбираем. Дальше мы ничего не выбираем. Дальше нам не нужно. Magic номер не нужно, проскальзывание не нужно, ничего дальше не нужно. Соответственно, поскольку этот советник позиционирован как сеть, то здесь что важно? Лоты, шаг между ордерами, что мы с вами указали. Теперь нажимаем ОК, нажимаем старт. С 1 июня у нас сейчас запустится тест. Уменьшаем или увеличиваем график. Что мы видим? Нажимаем паузу, смотрим. Советник открыл ордер buy, потом через заданное количество пунктов, у нас 200, он открыл следующий buy, следующий buy, следующий buy. Что он сделал с sell-ордерами? Он sell-ордера тралит и закрывает. Открывает попутно еще sell-ордера, когда предыдущий ордер, вот обратите внимание, была ситуация, sell, потом открыт еще новый sell, и он протралил эти позиции и закрыл по трейлинг стопу. Дальше позиция buy. Позицию buy он сокращает при обратном движении. Сокращает частично, потому что в настройках выбрали частично, и параллельно открывает селлы. Селлы он снова сокращает. Нажимаем, смотрим дальше, как происходит эта торговля, как работает этот алгоритм. Вот мы видим уже, что был лот 0.8, вот он сократил. Поскольку выбран умное частичное закрытие, то мы видим, что советник схлопнул две последние позиции. Он выбрал их, потому что у них большой объем и потому что их средняя цена была очень близко к текущей цене. Ага, делаем вывод, что советник умеет анализировать средние цены и их сокращать, схлопывать с целью максимально разгрузить сеть, разгрузить объемы в рынке. Смотрим дальше. Sell ордер тралится, buy снова схлопнулся, снова. И, соответственно, при умном выборе, при таких настройках советник схлопывает два последних крайних ордера. И у селлов точно такая же ситуация. Значит, здесь в зависимости от того, какой выбран лот, какой выбран шаг, увеличение шага, то вот при таких настройках советник в большинстве случаев выбирает закрыть два крайних последних ордера с самыми большими объемами. Нажимаем паузу, смотрим. Buy 0.8, Sell 0.1, Buy 0.4, Buy 0.2. Несмотря на то, что тут советник много посокращал, все равно позиции еще остались в рынке. Смотрим дальше. 0.16. Вот, видите, было 0.16, он сократил с 0.8, осталось Buy 0.4. Селлы, buy продолжает сокращать, работать. То есть понимаем, увидели, да, что умный выбор делает выборку, но при таких настройках он выбирает только два крайних ордера.
На графике у нас рисуется вот такая кривая. Мы видим, что за счет того, что присутствуют позиции на покупку, позиции на продажу, у нас баланс растет, equity тоже растет, но equity не обгоняет, и в каких-то моментах equity отходит далеко от баланса. При этом объемы, здесь был лот 0.20, а здесь уже был лот 0.32. Самый большой лот, который был достигнут, 0.32. Останавливаем. Переделываем настройки по-другому. Мартингейл оставляем. Это мы пока не трогаем. Мы сделаем умный выбор всех позиций, но максимальный и минимальный. И смотрим, как здесь будет происходить торговля. В этом режиме из описания советника мы можем понять, что вот он, этот режим, который выбрал. Стратегия рассчитывает реальные уровни take profit для двух крайних позиций. В расчет берется позиция с наибольшей ценой открытия и с наименьшей ценой открытия. Смотрим, как это работает. Здесь уже работают реальные уровни take profit и стоп-лосса, и позиции закрываются целиком. Обратите внимание, что при наличии реального take profit, при таком методе, когда закрывается полностью позиция, уровень реального take profit находится довольно-таки далеко от текущей цены. Почему? Потому что нужно перекрыть все объемы. Советник должен перекрыть все объемы в сети. Но при этом он не надгрызает всю сеть, а сразу закрывает полностью всю сеть. Стоять! Не всю сеть он закрывает верхний ордер и нижний по цене, которую мы выбрали. Если мы выберем в настройках немножко другой пункт, то там будет закрытие именно всех. Так, останавливаем, смотрим график. Тут уже линия equity более приближена. Максимальный лот мы уже тут достигли 0.16. Давайте поменяем на всякий случай на все позиции с общим take profit, то, о чем я и говорил. Процесс визуализации, который запущен в тестере, он довольно-таки сильно тормозит компьютер, потому что компьютеру нужно отрисовать каждую свечку, каждый тик, уровни передвижения, полностью все-все-все. Ну, видите, баи закрылись все, то есть здесь происходит полностью закрытие всех позиций. Но при этом take profit далеко, это очень нужно понять, запомнить, что у этого советника при таком режиме take profit далеко. Соответственно, когда можно режим такой включать? Когда у нас флетовая ситуация. Если мы идем против тренда, у нас хорошая просадка, то лучше такой режим не включать. А включать режим, который мелкими частями закрывает позицию. Обратите внимание, я не рассуждаю о том, что советник дал прибыли 100 баксов. Минус 100 баксов, плюс 300 баксов, вот при таких настройках. А при таких настройках он дал плюс 10%. Моя цель не прибыли добиться максимальной, потому что в тестере это пшик, это ничто. Моя задача разобраться в том, что делает советник при каких настройках. Что делает советник и при каких настройках он это делает. И как он торгует в зависимости от настроек. Закрываются все позиции. Ага, понятно. График смотрим. График плавно растет. Есть у нас просадка по equity. Максимальный объем 0.16, которого мы получили. Тестируем дальше. Изучаем работу дальше советника. Возьмем торговлю только на покупку. И введем лоты вручную. Обратите внимание, если поле пустое, то оно и должно быть пустое. То есть, если вы здесь введете свои какие-то значения, то потом, если вдруг вам не понадобится, вы поле делаете пустым, иначе это поле будет в приоритете.
0,0. Ой. Да ну что такое? 0,6. Потом 0,10. Потом 0,20. Это последовательность лотов для покупок я ввел. При этом будет она выполняться и поначалу мягко идет увеличение, а потом идет жесткое увеличение. То есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 позиций в сети одновременно рассчитана данный кортедж, данный поезд. И у нас 001 не участвует, потому что здесь приоритет отдан ручному вводу, а когда подойдет до 9 позиции, тогда включится Мартингейл, потому что здесь выбрано увеличение, и дальше уже будет умножаться все на 2. Потом я хочу еще проверить, как советник ведет себя с ручным вводом шага дистанции. Мы возьмем 100-100, потом 150-150, также для 8 сделаем, потом возьмем 300, 300, это 6, и возьмем 350, 350. То есть 8 ордеров здесь, и каждый ордер будет открываться через указанное расстояние. И у нас только ордера на покупку. Нажимаем кнопку «Старт». Ну, он загружает котировку, и поехали. Поехали. Обратите внимание, что советник 01, 02, 02, то есть он торгует по той 02, по той последовательности, которую я задал в настройках. И шаги между позициями я задал 100, 100, потом, по-моему, 150, 150, а вот теперь у нас нужно дождаться, по-моему, 300 пунктов, чтобы открылась следующая позиция. И там уже будут идти более грубые лоты. Вот он 0,6 открыл, 0,10. Соответственно, при таком вводе у нас take profit, смотрите, как далеко. Делаем вывод, что это не самый лучший ввод данных в советник. Возможно, при снижающейся тенденции, при большом тренде вниз, мы можем увеличить расстояние между позициями, мы можем лоты изменить и таким образом выдержать большой тренд за счет ручного вмешательства. Смотрим, еще посмотрим и уже будем переходить к следующему пункту, к ретранслятору для MetaTrader 4. Я попиваю кофеек, чтобы можно было говорить. Обратите внимание, еще раз хочу повториться, чтобы вы не потратили свое время зря. Я занимаюсь разработкой программ уже больше 10 лет, и в торговле на финансовых рынках больше 15. И люди приходят на рынок, начинают заниматься этой ерундистикой, тестировать ради прибыли и убытка, как в этих банкоматах, одноруких бандитах. А заработаю, а не заработаю. А если я вот так сделаю, а вот так. И большинство, процентов, наверное, 99, все смотрят вот сюда, сколько прибыли выдает этот советник. Сколько заработать. На самом деле, с помощью тестера стратегии вы такие вещи не определите. И чтобы провести очень грамотное тестирование, то лучше использовать демо-счета. Об этом я расскажу под конец самого видео. Вот обратите внимание, $1000. У нас вот это вот такое замечательное резкое падение. Весьма интересно, справится советник с этим, не справится. Чтобы советник, если у вас подвисание идет и не рассчитывается график, нажимаем на паузу и потом идет расчет. У нас сейчас примерно $1060 на счете, на демонстрационно. Мы видим, что вот при таком раскладе
пошло уже 40-20 тысяч долларов не хватит. Соответственно, что мы можем сделать? Изменить настройки для такого. То есть здесь лучше увеличить шаг. И сделать это вот, например, 200, потом 250, 450, потом 600 шаг, ну и допустим дальше. А дальше можно еще сделать 600, а потом сделать шаг, например, 200. Ну, а потом, например, 150. Будет тоже интересно посмотреть. У нас падение начинается 16 июня. Давайте сдвинемся на 15 июня, чтобы не ждать все это количество дней. У нас в этом режиме советник еще может торговать по тренду. Обратите внимание, я вручную уменьшил объемы. Take Profit у нас далеко при таких настройках, довольно-таки прилично далеко. Объемы мы не трогали, мы только изменили дистанции для открытия позиций. Ну и посмотрим, что из этого получится. Обратите внимание, как резко открылись через именно те маленькие дистанции, которые я указал, открылись другие позиции. 20, 40, 80. Уже идет умножение Мартингейла. Он уже там дальше автоматически досчитывает согласно выбранной формуле. Но мы уже вот эту просадку, мы ее выдержали и закрыли позицию, закрыли всю эту песню с какой-то прибылью, прибылью, с каким-то результатом. График. Вот эта сиська, она как сиська. Вот эта штуковина, она как раз и показывает вот этот весь момент, вот эту всю просадку. Первая позиция закрылась в минус, следующая в минус по балансу, но по equity плюс-минус. Минус самая большая позиция закрылась у нас лотом 0.80, и мы получили по результатам торговли. Смотрим результаты торговли, закрытия всей этой группы позиций. Мы закрылись по Take Profit. С перекрытием прибыль перекрывает... Так, это мне кажется не то. Там должна быть прям пачка. Вот. Вот она пачка. Минус, 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 минус. И вот два плюса, которые перекрыли весь убыток. Вот она вся пачка. Все сработало по одной цене. В реальной торговле, даже с реальным Take Profit, цифры могут отличаться. Быть не закрыты по одной цене. И вот он результат торговли. То есть, видите, изменение настроек в определенных ситуациях, ручное вмешательство может дать хорошую выгоду. При этом просадка у нас здесь не превысила 800 долларов. Ну пусть будет с ним 600 с запасом. А при предыдущих настройках у нас получился слили. Далее, чтобы вот эти окошки быстренько позакрывать, можно колесиком мышки на них нажимать, и они закрываются. Что теперь? Теперь у нас дальше идет, мы час разбираем тестер стратегий, а дальше у нас пойдет ретранслятор. Мы начнем работать с ретранслятором. Для этого нам нужен обычный чистый график. И нам нужен сам ретранслятор. Ретранслятор я уже сюда закинул. Закидывается в папку Market. Какой Market? В папку в MetaTrader 4 он закидывается в папку индикаторов. Там в принципе
в принципе, не в принципе, здесь важно. В MetaTrader 4 индикатор ретранслятор должен лежать в той же папке, где и индикатор поставщик сигналов. У меня в маркете стохастик, дончан. Ага. Так, все это я удаляю, это мне не нужно. И мне нужен мой индикатор ретранслятор для MetaTrader 4. Копирую его. Да ну что ж ты так подвисаешь? Винда 11 подвисает. Видите как? И причину не могу понять в чем. Закидываю на всякий случай это в маркет. И мне нужен еще стохастик. Поскольку вот этот индикатор запилен именно для работы со стохастиком. Стохастик. Я возьму сразу и исходный код, и готовый код. Теперь запускаю среду разработки MetaEditor MQL 4. Иду в папку Indicators, ретранслятор, не ретранслятор, а Market. Вот он, индикатор ретранслятор. И здесь он запрограммирован на индикатор стохастик, на вот этот, который родной в терминале. Мы их положили в одну папку. И в коде мы таки обозначили, что вот она папка Market, подключи индикатор стохастик. При этом мы в ретрансляторе вывели настройки индикатора с уровнями. Это я сделал, это я записал, запрограммировал. А здесь нужно сделать небольшое исправление с последними модификациями советника, чтобы все работало четко. Задача этого индикатора ретранслятора рассчитать данные стохастика, передать эти сигналы советнику, а советник должен по ним торговать. Нажимаем компилировать, и наш код получен. Наш код сгенерирован, он может работать. Для тех, кто хочет разобраться, как это все работает, я сделаю пару комментариев по строчкам. Я в функции расчета calc получаю 3 значения из индикатора iCustom, подсоединяю и получаю с 3 свечей значения. 0 это одна линия стохастика, 1 это быстрая линия. Далее. Здесь указано для перерасчета, чтобы индикатор перерасчитывался на одном баре, чтобы он не грузил терминал лишними вычислениями. Все. Вот это я подключил индикатор, а вот это я просто с него уже делаю условия, получаю условия, которые мне нужно передать. То есть, если линия больше нуля, и вторая линия тоже у нас рассчитаны больше нуля. Если линия ниже уровня, извините, пожалуйста, а другая линия тоже ниже уровня, а потом линия выше предыдущей линии, и следующая выше настроена вперед, и они выше, тогда получается отправить в глобальную переменную значение 1, то есть купить. А если мы это посмотрим на графике, то это должно выглядеть следующим образом. То это должно быть выглядеть вот так. Вот видите, синенькая выше красной. Они обе направлены вверх, и они обе ниже уровня 20. Соответственно, вот это все задано здесь. У меня есть уроки программирования на канале, где можно поучиться программированию, но я сейчас хочу показать, как подключается ретранслятор. И в будущем я буду писать такие видео именно по работе с ретранслятором, подключать разные индикаторы, стрелочные, линейные, осцилляторы, трендовые. И если вы хотите подключить какой-то индикатор,
вы можете мне написать, и если это индикатор в свободном доступе, то я его подключу, и вы научитесь, и другие научитесь. Сейчас я не буду делать урок программирования, как это программировать, но простые основы я подсказал. Все условия формируются вот в этих 4 строчках. Подключили индикатор, получили его значение, сравнили и записали в глобальную переменную, записали в терминалу MetaTrader 4. То же самое для продаж. Теперь мы запустим в тестере стратегии, мы запустим индикаторы и советник. Как это сделать? Мы на график кидаем наш советник стохастик. Вот он рассчитался. Уровни 80-20. Затем мы кидаем наш ретранслятор. И мы кинули наш ретранслятор. Проверяем. У него по умолчанию настройки точно такие же, как и у индикатора стохастика. То есть ретранслятор вот эти настроечки передаст стохастику, рассчитает и получит от него сигнал. Вот мы это сделали, проверяем список индикаторов. Ага, только стохастик, потому что ретранслятор мы не кинули. Да. Список индикаторов, стохастик, кроссинг, ретранслятор и стохастик у нас. И теперь мы сюда должны поместить наш советник Smart Grid уже с определенными настройками. Это я вам рассказываю лайфхак по терминалу MetaTrader 4. Мы ставим настройки согласно торговой стратегии. Это часы, торговая стратегия. И вот мы выбираем Your Signal Taking Account Symbol. Вот эту штучку мы ставим. Затем применять ко всем позициям, чтобы получать сигналы для всех позиций. И на этом все. Buy, Sell, Martingale. Нажимаем ОК. Хорошо. И мы сохраняем шаблон с именем данного советника VR Smart Grid. Это важно. У нас есть вот такой шаблон VR Smart Grid. Этот шаблон содержит в себе советник и 2 индикатора. А теперь, когда мы запустим тестер стратегии с именем этого советника, у нас произойдет некое чудо. Тот самый называемый лайфхак. Панель работать не будет, но советник торгует по сигналам этого индикатора. При этом у нас на графике сейчас работают 2 индикатора. Ретранслятор, который обсчитывает стохастик, и сам стохастик, и советник. Важный момент, что советник панельку не обрабатывает. Она сохранилась только из-за шаблона. Она на шаблоне сохранилась. Смотрите, вот здесь нарисовались стрелочки. А почему они нарисовались? Хороший вопрос. 5.3.3. Они как бы говорили, что нужно купить. Вот оно, вот здесь. Из-за вот этого. Но советник не купил, потому что не учтена дистанция. То есть вы настраиваете советник так, как вам нужно, по дистанции, по новым барам, по шагам, по лотам, а индикатор дает только сигнал. И если все условия в советнике выполнены и сигнал есть, тогда советник торгует. А если какое-то условие не выполнено, но есть сигнал, советник не откроет позицию, поэтому вот так вот и получилось, что стрелочки нарисовались, как бы индикатор говорит, давай здесь купим, но советник говорит, не, мы здесь не купим, потому что дистанции слишком мало. А затем уже советник сделал покупку, когда выполнилось условие дистанции.
Вот таким вот образом отработал советник. Так, я тут вам рассказываю, настройки не сделаны в самом тестере. Они от шаблона не применяются. Прошу простить, пожалуйста. Здесь мы в тестере подключаем это все, не забываем. Видите, ошибся. Вы тоже могли так ошибиться и не узнать о том, что сделали ошибку. Подключаем сигнал. Настройки все указаны, как советник будет торговать. Применять для первых ордеров сигналов и для последующих. Сигналы от ретранслятора. Все включено. А теперь вот должно быть все более-менее грамотно. Вот он был сигнал, советник купил. Здесь сигнала не было, потому что здесь сигнал появился уже за уровнем 80. Индикатор берет сигналы. Сигналы берет не с нулевого бара, а с первого бара берется сигнал. Поэтому вот индикатор номер барс не с нулевого берется. Так, а я тут отключил на покупку. Да, вот он и не продает потому что не включено. Давайте я еще раз проверю. Здесь правильно. Внимательно. Вот если что-то идет не так, как вы ожидаете, то лучше проверить. Real Take Profit. Давайте здесь выберем все позиции виртуальные. 40. Buy, Sell. Здесь правильно. Дистанцию мы задали вручную, прибыль правильно, трейлинг стоп это все правильно, новый бар не используем, время не используем торговли, сигнал подключен. Вот теперь должно быть и на продажу должны открываться позиции. Я еще и думаю, почему вроде сигнал есть, а на продажу не открылась позиция. Вот таким вот образом индикатор-ретранслятор передает сигнал на покупку или продажу советнику Smart Grid. Используется нулевой бар. В индикаторе используется нулевой бар. Поэтому, когда концы линий заходят за уровни, может сигнал не появляться. Если мы возьмем использование, например, первого бара, не текущего, а предпоследнего, тогда у вас большая вероятность есть в том, что будет сигнал. Давайте попробуем прописать здесь единичку. Компилировать. Нажимаем старт. Мне не нравится, что есть якобы сигналы, но они не отрабатываются. И с чем это связано, я на текущий момент понять не могу. Сервис, глобальные переменные. Возможно, где-то что-то не передается. Один раз на период получаем мы сигнал, как по новому бару получается. Фальс. Нет.
Здесь в чем-то в другом дело. -1. Здесь из-за показаний, из-за расчета, скорее всего, из-за того, что тестер стратегии и перерасчет индикатора идет не совсем точно. Но вот он продал, тут тоже продал. Как бы сделки, в принципе, редкие есть, но ожидалось, что он здесь купит. Вот, например, здесь хотелось бы, чтобы он купил. Почему не купил? Или вот здесь тоже были возможности на покупку. Почему не купил? Хороший вопрос. Буду с этим разбираться, смотреть, и к следующему видеоуроку уже, думаю, найду решение и объясню, почему так получилось. И почему так получилось. Ладно, все. С этим разобрались. Я вам объяснил, что можно сохранить шаблон с двумя индикаторами, с советниками, и запустить этот шаблон в тестере. Чтобы это сделать, надо назвать шаблон именем запускаемого советника. Так, а может быть он нам что-то тут пишет в логах? Прям вот очень мне интересно, почему так мало отрабатывает торговли. Надо будет разобраться с этим моментом. Вот здесь мы купили. Здесь мы еще раз купили. Возможно, с линиями что-то напутал. Возможно, с линиями что-то напутал. Ладно, разберусь и порешаем это. Ну, я надеюсь, что суть понятна. Так, сейчас мы перейдем уже к терминалу MetaTrader 5 и будем разговаривать о нем. Час с лишним мы обсуждали терминал MetaTrader 4, его торговлю, подключение сторонних индикаторов, создание шаблонов, тестера стратегии. Я объяснил, что, ребят, не смотрите на прибыль в тестере, смотрите хотя бы на прибыль на демо-счете и на убытки. Тогда будет хоть какой-то реальный результат. Как разбирать торговую стратегию, я вам объяснил. Проверять каждую настройку, на что она влияет, анализировать, смотреть. И таким образом вы подбираете настройку не с помощью тестера стратегии, а с помощью своей умной головы. И когда вы подберете какие-то настройки, которые удовлетворяют вашему желанию и пониманию того, как советник должен торговать, тогда вы можете запускать эти настройки на демо и уже, что называется, допиливать напильником. Многие, конечно, из вас скажут, что это очень долго, муторно, а денег хочется сейчас. Ну, извините, ребят, либо так, либо хрустальные замки в тестере стратегии, пожалуйста. Если вы вечно живете, то можете с тестером стратегии всю жизнь жить и радоваться виртуальным деньгам, на которые купите виртуальный хлебушек и все остальное. А на демо вы уже будете понимать, как более точно допиливать, более четко понимать, как работает советник, и вы будете уже понимать, как это будет происходить на реальном счете. Поэтому как-то вот так. Все, я останавливаю терминал, останавливаю тестер. Интересно, думаю, вам посмотреть, как это работает с индикаторами. Ну, тут вообще, конечно, тестерная красота, тестерный грааль, я бы даже так сказал. Лот не увеличился больше 0,2. Ну, красиво, красиво, да, любители тестеров сейчас радуются. Все, переходим к терминалу MetaTrader 5. MetaTrader 5. Поехали с MetaTrader 5. Сейчас запускаю свой рабочий метак 5, в котором я пишу программы. И потихонечку поедем. Значит, тут у меня работает Telegram-бот. Сейчас мы удалим его. И поговорим о MetaTrader 5. MetaTrader 5, тестер этого терминала очень-очень мощный. По сравнению с MetaTrader 4, качество котировок намного лучше. Не нужно раз делать этих всех фокусов с загрузкой историй. Совсем-совсем
со всеми этими проблемами терминал делает все сам автоматически, сам подгружает, сам синхронизирует историю. Если где-то история битая, то терминал ее равняет и синхронизирует именно с историей вашего брокера. Итак, чтобы провести тестирование в MetaTrader 5, нужно проверить обновление. Я как программист всегда закачиваю последнюю бета-версию. И видите, вот он написал, что я использую последнюю версию. Значит, терминалу обновление не нужно. Теперь, чтобы запустить тестер стратегии, можно внизу справа нажать, а можно нажать вид и Ctrl-R тестер стратегий. Вот он открывается тестер стратегий, он навороченный, в нем полно всяких фишек. И вот эти вот окошки — это просто быстрые предустановки. Как индикатор протестировать, там какой-то одиночный прогон, стресс-тест, режим с задержками. То есть это уже предустановлено. Но зайдя в любой из режимов, этот режим поднастроить так, как вам нужно. Пойдем немножко по тестеру поговорим. Вкладка «Настройки», «Тестер». Мы выбираем советник, который будем тестировать. Опять же, я возьму свой Smart Grid, сеточный советник. Дальше IDE. Это вызвать среду разработки и вносить какие-то правки в советник. Если файл заканчивается на exe5 и у вас нет исходного кода, эта кнопка вам не поможет. Открыть можно только тот код, в котором есть исходник. Дальше. Эта кнопочка поможет вам сохранить и загрузить различные настройки, с которыми вы проводили тестирование. Вот видите, с forward периодом можно сделать. Вы можете загрузить set файл сюда подготовленный. Вы можете сразу сохранить текущие настройки. Выбрать другие советники для тестирования, графики. То есть посмотреть предыдущие свои результаты тестирования. Если в MetaTrader 4 это все уничтожалось и не восстанавливалось, то здесь тестер все это хранит. Дальше мы идем, выбираем финансовый инструмент. Здесь и полный список финансовых инструментов. История все подкачается сама, ничего делать не нужно. Выбираем период. Как я и говорил, я больше предпочитаю часовой. Затем здесь мы можем внести настройки. И важен момент, что в MetaTrader 4 этого делать нельзя, просто ограничено, то в MetaTrader 5 вы можете настройки изменять. Поэтому будьте аккуратны, когда вы что-то меняете. То есть можно поставить уровень стопов, можно поставить уровень заморозки. Это очень важные уровни, потому что если вы настраиваете советник на микроторговлю, скальпинг, любимое название, то есть там, где 1-2 пункта, то уровень стопов и уровень заморозки могут не позволить советнику так торговать. И вот здесь вы можете изменить любой параметр, но я не рекомендую это делать, если вы не знаете, что вы меняете. Все параметры здесь указаны, те, которые есть у брокера по умолчанию. Но если вы сомневаетесь и думаете, что где-то случайно что-то изменили, нажимаете по умолчанию, и все сбрасывается на те настройки, которые у вашего брокера. Вы можете импортировать настройки, экспортировать. То, что касается настройки финансового инструмента. Дальше. Интервал. Это вы можете выбрать историю. Опять же, если вы загрузите историю с 1970 года, то тестирование будет очень долгим и нудным. Поэтому рекомендую вам выбирать последние полгода или выбирать какой-то период, где есть тренды, флеты, нестандартные падения, резкие взлеты, то есть такие места. Точно так же, как и в 4 терминале, можно вот здесь по датам вот таким образом гулять. Я возьму снова 1 июня 2021 года по сегодняшний день форвард тестирования. Тут еще не объяснил. Вы можете взять последний месяц. Последний месяц будет считаться с 1 числа, а не последние 30 дней. Берем выбрать период.
Июнь, 1 число. Дальше forward. Forward это второй тест, но уже он делается для того, чтобы исключить результаты подгонки настроек. То есть он делается на участке, как это правильно сказать, на другом участке истории, но с теми же настройками. Получается, что если вы получили сет-файл за 2021 год, и вам говорят, что советника не сливает, то с помощью форвард-теста тестер прогонит эти настройки по другому периоду, и вы сможете узнать, не подогнал ли поставщик настроек настройки именно под 2021 год. И вы выбираете, какую часть: половину истории, 1/3, 1/4 или пользовательский. Давайте возьмем 1/4. И форвард будет запущен с 21 ноября. Прошу прощения, тут у нас холода. Дальше, задержки. Вот эта функция позволяет имитировать задержки между отправкой приказа на открытие позиции ордера и его выполнение. В четверке этого не было, но по факту в реале такое постоянно есть. В тестере в четверке это проверить нельзя, здесь есть. Но опять же, если вы установите 10 миллисекунд, то это будет для всех позиций. А в реале эта штуковина будет прыгать и скакать как звезда по кочкам, будем говорить так. Поэтому лучше изначально без задержек, чтобы четко понимать работу торгового советника. И здесь есть дополнительные настройки, которые можно сделать. Комиссии использовать, торговые ограничения использовать, маржинальные ограничения. Все это можно установить для текущего финансового инструмента. То есть здесь больше настроек, можно создать для советника адовые условия и проверить его в аду, как он будет себя вести. Дальше. Каждый тик на основе реальных тиков и все тики. Смотрите, вот в отличие от MetaTrader 4, тут есть такой же режим, как в MetaTrader 4, просто все тики. А каждый тик на основе реальных тиков, это берутся настоящие реальные тики, но режим происходит все равно, идет эмулирование тиков. Этот режим во много раз лучше, чем режим, который в MetaTrader 4, но он не будет таким же точным, как если бы это был демо-счет или реальный счет. Ставим каждый тик на основе реальных тиков. Потом прибыль в пипсах для ускорения расчетов. Эту настройку для советников, которые торгуют больше, чем одной позицией, одним ордером, лучше не включать. Почему? Потому что, например, сделка в минус 100 пунктов может быть перекрыта сделкой плюс 10 пунктов. И в итоге вам советник посчитает минус 90 пунктов. То есть расчет идет именно в пунктах, а не в валюте депозита. Поэтому эту настроечку мы не ставим. Дальше, начальный депозит поставим 1000. Валюта депозита, доллары, плечо. Можно выбрать плечо. Опять же, в MetaTrader 4 плечо не выбирается. Почему? Потому что при тестировании в MetaTrader 4 все настройки берутся с торгового счета, на который последний раз трейдер залогинился. Дальше, оптимизация нам не нужна, это тема для другого видео. И визуализация с режима отображения графиков. То есть вот эта вот кнопочка, она включает отображение, чтобы вы видели, как советник торгует. Поскольку мы предварительную настройку сделали, нажимаем кнопочку «Старт», открывается отдельное окно, нажимаем пробел, и с помощью пробела мы останавливаем тестирование. Можно это сделать и вверху через кнопочки, но я привык рукой там клац, клац и смотрю, что происходит. Это окно обладает тоже большим количеством настроек. Во-первых, тут можно поменять на бары, свечи, на линию сразу же. Здесь можно делать оптимизацию и тестирование по нескольким финансовым инструментам одновременно.
То есть не только по 1 евро-доллар делать оптимизацию, а прям там можно список порядочный загрузить. А потом можно запустить, остановить медленнее. С помощью ползунка тоже можно отрегулировать скорость тестирования. Потом можно шаг за шагом посмотреть, тик за тиком, как торгует, как работает советник. Вот я нажимаю, и котировочки меняются. Есть клавиша F12, нажимаете ее на клавиатуре, и котировочки бегут. Отпустили, котировочки перестали течь. Дальше прокрутить до. Аналогично функции в MetaTrader 4. Визуализация останавливается, и автоматически без визуализации советник работает до указанной даты. Вот, окно данных здесь есть, вы можете все цены, все расчеты увидеть, посмотреть, протестировать, как оно отображается в своих цифровых значениях. И дальше. Здесь, в отличие от MetaTrader 4, обратите внимание, все позиции показываются, считается прибыль по каждой позиции, объемы, цены, стоп-лоссы, тейк-профиты, все видно. Можно объемы перевести в единицы, можно в лоты, можно прибыль в пунктах показать. Видите, минус 30 пунктов прибыли. Можно в валюте посмотреть. Потом можно добавить еще столбец свапы увидеть. Комментарий к позиции, то есть живой реальный тест. Поэтому тестер стратегии MetaTrader 5 намного лучше, чем 4. Дальше. История. Тут показывается, что как делалось, как и в 4. То есть buy in это вход, sell in это вход, buy out это выход. То есть была закрыта позиция 0.4 объемом. Потом была закрыта позиция 0.1 объемом. Вот тут, конечно, первое время придется привыкнуть, потому что система торговли в MetaTrader 5 от 4 отличается. В 5 есть ордер, потом сделка, потом позиция. И вот это все нужно учитывать. То есть у нас сейчас показаны сделки. То есть сделка на вход, сделка на вход, сделка на вход. Обратите внимание, что у нас 2 сделки сделаны на продажу. Вход. Мы вошли на продажу. Общий объем их 0.6. А вот сделка на выход. Buy. То есть мы купили, а чтобы выйти из рынка, мы должны были купить. То есть для села здесь закрытие идет сделкой buy. Можно посмотреть ордера, какие были, как отправлены, и ордера и сделки. То есть на основании какого ордера какая сделка была сделана. То есть sell вход, buy выход, вот он out 0.4, buy выход 0.1. То есть таким образом просмотреть можно. И обычно по сделкам, мне удобно по сделкам смотреть. Дальше символы. Когда мультивалютное тестирование, то оптимизация, то можно посмотреть все символы текущие, объемы, то же самое, лоты и единицы, столбики, здесь указаны все, при этом указаны таксы, комиссии, свопы и прибыль. Дальше, операции. Операции это почти то же самое, что история, но немножко в другом формате отображения. То есть buy, sell, стоп, это модификации идут позиций. Вот он меняется, стоп-лосс, стоп. То есть ордер стоп был отправлен. И журнал. Журнал, как и в MetaTrader 4, пишет абсолютно все, что делает советник. Полностью все. Вот, например, стоп-лосс. Для позиции с номер 3, для продажи лотом 001, финансовый инструмент, цена стоп-лосса сработала для позиции buy. То есть была позиция buy, произведена позиция sell, позиция buy была закрыта. То есть все полностью пишется. Проверим дальше, как торгует советник. Если нажать плюс, график будет увеличен. Это у нас часовой график. Посмотрите, как быстро работает по сравнению с MetaTrader 4. А вот это запустился уже форвард тест.
с настройками для тестирования работы советника на другом участке истории. То есть не было ли подгонки в моих настройках. Forward тест должен тоже закончиться, потому что отчеты строятся по-разному. Для первого тестирования и для forward теста тоже тестируется на другом участке, и там другие результаты получаются. 17 декабря, 24 декабря, сейчас чуть-чуть и будет остановлено forward тестирование. То есть forward это настройки на непредсказуемом участке, ну как непредсказуем, на другом участке. У Smart Grid такая фишка встроена, что он сохраняет историю за последние 7 дней. Потому что если на графике, если эту историю не удалять, то тестирование будет идти очень медленно, очень долго. Все. Вот мы имеем два окна тестирования. Вот мы имеем два окна тестирования. Нет, это терминал. А где еще второе окно тестера? То есть вот они два теста. Вот это forward тест, а это полный тест с 1 числа. Вверху видны даты. Видите, с 1.06 по 21.11. А здесь 21.11 по сегодня прошел forward тест. Итак, смотрите, на истории там почти за полгода, за 4 месяца 134, а здесь уже совсем другой результат. Два окна. Эти два окна можно анализировать. Дальше. В самом терминале у нас есть отчет бэктеста. И здесь информации больше, чем нужно. Качество истории 100%. Бары 307, тики, символ 1, начальный депозит, то есть полностью все расписано. Максимальная просадка по балансу 94%. Ну, неудивительно. Дальше. Forward отчет. Вот он, отчет forward тестирования за короткий срок. Качество истории 100%. И здесь максимальная просадка по балансу 5.43, а относительная просадка тоже 5.43. Максимальная просадка по средствам 42%, а относительная просадка по средствам 631. Валюта процент валюта. То же самое и здесь. И здесь. То есть получается, что на форварде, как бы в режимах более реальных условий, где нет подгонки истории и прочего, результат получился лучше. И график роста. Первая часть — это торговля на истории, а вторая часть — это уже forward тест. То есть, видите, линией оно отделено. Мне почему-то кажется, что советник, да, скорее всего, советник просто в первом варианте, при первом тестировании он просто слил, а потом запустил forward тест. Forward тест выжил, прошел довольно-таки хорошо. Вот, агенты. Агенты нужны для оптимизации. Ваши все тестирования будут проходить в первом агенте. Ничего тут трогать не нужно, это все для оптимизации. Не трогаем и не подключаем. Далее. Журнал. Здесь тоже пишется, что и вот смотрите, история для 2021 года синхронизирована, история для 2022 года синхронизирована. То есть все делает сам MetaTrader 5 без вашего участия. Так, теперь перейдем к параметрам.
Опять же, для тестирования в MetaTrader 5 вас интересует только столбец значения. Все остальное вас не интересует. Вы не ставите ни галочки, вы не ставите никакие шаги, стопы для тестирования. Это не нужно. Здесь есть вот такая штучка. Вы можете для другого эксперта все посмотреть. На всякий случай посмотреть предыдущие результаты. Здесь установлены мои ручные настройки. Это когда я советника пилил, доделал какие-то вещи и установил свои ручные настройки. Вот включают все символы, выбранные в окне обзор рынка. Но опять же, это как процесс оптимизации, о котором я буду говорить уже в другом видео, потому что он тоже требует огромного количества времени. И вот в процессе оптимизации как раз таки участвуют все остальные агенты. А это результаты, он уже успел показать. Вот они, проходы. Это оптимизация, сейчас мы об этом говорить не будем. Так, по настройкам, как и в MetaTrader 4, что я объяснял ранее. Вы вводите, чтобы сбросить настройки, вы можете сначала загрузить, вы можете загрузить версию настроек ранее сделанную, вы можете сохранить версию, удалить версию. То есть вы все можете здесь сделать с настройками. Можете с определенными настройками запустить оптимизацию. Так, мы оптимизацию отключим, потому что она нам не нужна. Параметры. Когда отключена оптимизация, вы можете все сбросить по умолчанию. То есть по умолчанию настройки поставить. И также само, как и для терминала MetaTrader 4, вы задаете здесь настройки, которые вы хотите проверить, и включаете тестирование. Запускаете тест. Ну вот по умолчанию пускай остается как есть. Нажимаем кнопочку старт. Открывается окошко. Поскольку я задал форвард тестирование, то будет два графика, будет два теста и будет два отчета. Давайте посмотрим. Вот советник слил на том падении. Значит, настройки шага и лота для депозитов $1000 подобраны неправильно. И советник начал торговать на форвард периоде с 21 числа. А предыдущий тест закончился раньше из-за того, что был слив. Так, это у нас сейчас 17 декабря. Во флете советник типа смарт-грида сеточные, они живут прекрасно. Они в таких ситуациях собирают почти полностью все сети, все удачно закрывается, все хорошо работает. Поэтому особого внимания для такого советника на флетовые ситуации обращать не имеет смысла. Для таких советников опасны большие трендовые движения, трендовые участки. Вот на этих участках и нужно регулировать настройки. Можно для таких участков делать отдельные настройки, а для флетовых делать еще какие-то настройки. Итак, смотрим. Бэктест. Чистая прибыль минус 650, потому что он слил 96%. А по форварду у нас получилось, что чистая прибыль 277, и советник не слил. Вот таким вот образом работает тестер стратегии в терминале MetaTrader 5. Теперь мы перейдем к ретранслятору. В отличие от MetaTrader 4, для терминала MetaTrader 5 индикатор ретранслятор, неважно где он лежит. И его достаточно запустить на графике. На графике. Тут цвета, ничего не нужно. И нужно запустить тот индикатор, который мы хотим тестировать.
Индикатор, который мы хотим не тестировать, а подключить. А подключить мы хотим осциллятор стохастик. Так, стохастик. Файл, открыть каталог данных, MQL, Indicators. У меня тут вперемешку и для терминала MetaTrader, и для терминала MetaTrader 4, и для терминала MetaTrader 5 все индикаторы вперемешку, поэтому не обращайте внимания. Поскольку я пишу программы и для того терминала, мне удобно, когда все вот так вот свалено в одну кучу. Ну, как бы терминал MetaTrader 4 видит свои программы, терминал MetaTrader 5 видит свои программы, поэтому не проблема. Так, вот он, Stochastic XE5, Stochastic MQ4. И я в папке Example. Папка Example. И вот индикатор Stochastic надо кинуть на график. Мы кидаем Stochastic на график. И смотрим эксперты. Stochastic ретранслятор. Все подключено. Теперь хочу проверить, правильно ли работает ретранслятор. Ретранслятор я скомпилировал. В ретрансляторе здесь в этом тоже надо внести правочку вот такую небольшую. Как и в четверочке мы вводили, меняли нижнее подчеркивание на дефис. То же самое нужно сделать и в этом. Но я сделаю обновление этого индикатора, скину всем. Под видео будет ссылочка, можете взять уже готовое, все, не парить себе голову. Так, ретранслятор мы подключили, компилируем. Принцип этого индикатора для MetaTrader 5 отличается от четверки. И получается, что ретранслятор ищет индикаторы на графике. И когда он индикатор находит, он получает данные с индикатора и дальше их обсчитывает, копирует в буферы и дальше точно так же, как в четверке, использует один раз пересчет на новом баре и дальше передает сигналы. Вот это уже все точно такое же, как и для терминала MetaTrader 4. Теперь мы все сделали. Здесь у нас есть Stochastic. У нас ретранслятор есть, надо проверить. Чтобы проверить, есть там или нет, мы сейчас запилим небольшую маленькую штучку. Программируем. Можно сказать, в прямом эфире. Для этого делаем вот так, вот так. Затем берем коммент, чтобы понять, что в этой переменной у нас хранится. И нам здесь надо получить сигналы. Buy, сигнал sell. Я делаю в упрощенном все варианте, без какой-либо красоты. Global Variables. И здесь у нас будет jet. Здесь мы 0 убиваем. Здесь все правильно теоретически. Здесь тоже, только мы меняем имя. И вот здесь мы делаем плюсик, и вот здесь мы делаем плюсик. И все. Единственное, что вот здесь нам надо добавить такую штучку. Компилируем. Все. Этого достаточно. Сигнал buy, сигнал sell 0. Нету сигналов. Ретранслятор сигналы не передает.
Переходим на пятерку, на 5-минутный график. Здесь тоже нет сигнала. На 15 минутке нет сигнала, на 30 минутке нет сигнала, на часовом графике тоже нет сигнала. Значит, будем идти напрямую танком. Берем советник, накидываем советник на график. Входные параметры не важны, это мы тоже все игнорируем. Вот он ругается, советник, что нужно включить. И мы точно так же, как в терминале MetaTrader 4, сохраняем шаблон с именем VR Smart Grid. Теперь тут советник мы удалим, чтобы он не спамил нам журнал. Открываем тестер стратегий. Тестер стратегий. Идем в параметры. В параметрах у нас кастом для всех ордеров на покупку и продажу. Теоретически этого достаточно, если я нигде не ошибся. Нет, все-таки где-то, наверное, я ошибся, потому что торговли советник не ведет. Тестер, графики, вид. О программе. По идее, должен передаваться сигнал. Тогда мы смотрим buy, sell, sell, сигнал, 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 сигнал. Я сейчас гляну в сам. Так, а тут у нас получается, что для MetaTrader 5 кастом сигнал все правильно. Все правильно. Давайте мы напишем, точно ли нашел индикатор наш. Проверим, нашел ли ретранслятор наш индикатор. Для этого просто отобразим handle. Да, вот он, десятка, значит найден handle. Дальше проверим, передаются ли сигналы. Передает ли он сигналы? Здесь у нас будет писать buy, когда есть сигнал, а вот здесь он будет писать sell, когда есть сигнал, чтобы четко понимать, идет ли передача. Нажимаем тестер и смотрим журнал. Вот он загрузил один индикатор, загрузил другой индикатор. Вот он, выход за пределы массива. 134.30 в ретрансляторе. 134.30. То есть вот здесь мы вылетели за пределы массива. Ну, будем так говорить, что это такая программистская индикатор New Bar. Индикатор New Bar. Это немножко неправильно. Number bars. Number bars. Если start true и буфер B, буфер A.
Правим. Array size. Я пока делаю так, чтобы особо времени не занимать. И здесь мы проверяем, что оно действительно больше нуля. И второй буфер тоже не должен быть пустым, должен быть больше нуля. Проверяем. Ошибок нет. Снова запускаем старт. Но все равно он почему-то не торгует. Хотя отрисовался, что все замечательно и все должно быть. Форвард тестирование. А на форварде, видите, пошел торговать. На форвард тесте пошел торговать. Интересно. Почему так? Ладно, я с этим буду разбираться и обязательно в следующих уроках объясню. То ли это у меня руки переместились из плеч в другое место, то ли, возможно, какие-то нюансы работы тестера стратегии с таким методом передачи сигналов. Но вот на форварде он прошел. На форварде торговал, а тут не торговал. С чем это связано? Довольно-таки хороший и интересный вопрос. Бэк-тест у нас по нулям, а форвард у нас что-то там, да, и наторговал. Вот форвард. Бэк-тест нулевой, а с форварда пошел. С чем это связано? Буду разбираться. Вот таким вот образом происходит тестирование советников в терминале MetaTrader 5 и происходит подключение индикатора ретранслятора для советников SmartGrid и Blackbox. Надеюсь, что инструкция была довольно-таки понятная. Столкнулся я, конечно, с интересными, удивительными вещами, но надеюсь, что это будет поправлено, и я запишу еще раз инструкцию уже со всеми исправлениями. Хотя терминал уже, в принципе, давно и много лет, но будем надеяться и отслеживать все улучшения в этом терминале. Так, и еще раз напомню, последнее, что я хочу сказать, что все эти тестирования, это все прекрасно и замечательно, все эти графики растут как грибы вверх, вниз, и это очень сильно отличается от тестирования на демо-счетах и от тестирования на реальных счетах. Я объяснил и показал вам, посмотрите видео, потратьте один раз время, может быть, в фоне послушайте, как это делается, что ориентировка у нас при тестировании не на то, чтобы заработать виртуальных денег, а на то, чтобы понять принципы торговли советника, принципы торговли алгоритма, неважно какого советника, чтобы понять, как влияет дистанция, как влияет усреднение, как влияет лот, как влияют сигналы, то есть понять, как работает торговая стратегия. Ну, например, я бы, может быть, сравнил это с болгаркой. Мы сначала учимся работать болгарным инструментом, болгаркой, да, как она крутит диск, где она опасна, где не опасна, что ее в розетку надо включить, как за ней ухаживать. А потом мы уже получаем от нее какой-то результат, мы ее прислоняем к металлу, там, к камню и ей что-то пилим. То же самое и здесь. Если вы с болгаркой без знаний сразу начнете что-то пилить, это закончится печально. То же самое и здесь. Если вы, не разобравшись в торговой стратегии, как она работает, сразу закинете ее на реальный счет, то и даже на демо-счет, то ничего хорошего из этого не выйдет. Даже не пытайтесь. Это проверено не только мной, но и многими сотнями, тысячами других трейдеров, и везде один и тот же результат. Чтоб такого было, что кинул советника, ушел в банк за деньгами за миллиардом, ни разу не было. Не надейтесь, что у вас будет. Поэтому кропотливое изучение, внимательное изучение торговой стратегии повышает шансы на ваш успех.
И я хочу показать, как последнее, что я хочу показать, как я тестирую программы на демо-счете. Все мониторинги теста выложены на моем сайте, они все вживую обновляются, и даже обновляются слитые счета. Я специально их держу, чтобы контролировать, смотреть, что там происходит на еще не убитых совсем счетах. Вот это все тестовые счета, на которых я провожу тестирование. И вот у меня работает Smart Grid в режиме реального времени. У меня здесь с ним 6 терминалов. На каждом терминале разные настройки. Эти настройки я скидываю в группу в Telegram, скидывал. Они мало чем отличаются друг от друга, потому что это такое медленное допиливание. Эти счета работают, наверное, уже месяц, может быть, больше месяца. И я на них вот таким вот образом тестирую, проверяю разные участки торговли эксперта. Вот видите, тоже была двойная вершина, после которой все резко рухнуло. Ну и советник с этим на демо-счете справился. В тестере стратегии справился бы он или нет, я сомневаюсь. Еще тут депозит $500. То есть и почему-то мне кажется, что в тестере стратегии он бы здесь, наверное, все-таки слил. Дальше. Терминал под двойкой. Тестирую $1. Та же самая песня. Другие настройки. И здесь тоже на первом терминале тоже другие настройки. А вот это центовый реальный счет, на котором я тестирую другой советник. Это уже, так будем говорить, уже предреальная подготовка. Несмотря на то, что здесь советник слил большую часть депозита, я все равно продолжаю его тестировать и смотреть на нюансы его работы. И вот эти слабые места устраню, ну и, соответственно, перезапущу и уже дальше буду смотреть торговлю. Вот это, на мой взгляд, самое лучшее тестирование, когда на демо-счет закинул, вот у тебя 6 терминалов, вот этот VPS, это наши VPS-сервера, тут еще, я думаю, можно 6 терминалов запустить. Сейчас посмотрим по загрузке диспетчера задач. Да, тут еще можно запустить, наверное, 6 терминалов, и все они будут работать. Памяти, в принципе, хватает, процессор вообще толком не загруженный, поэтому я еще расширю этот VPS и еще запилю несколько терминалов здесь. Вот. О том, как это все настроить, есть на сайте информация, есть видео. Ребят, большое вам спасибо, что досмотрели это двухчасовое видео до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их под видео, либо приходите в группу Telegram, там задайте вопрос. Вполне возможно, что-то я не учел. Вполне возможно, где-то заговорился, неправильно сказал. Я не готовился как ученик к уроку. Говорю, как есть, как делаю, прямо вот сейчас в режиме реального времени. Всем спасибо, всех с крещением. Всем удачи, берегите себя, будьте внимательны и скептически относитесь к тестеру стратегии. Используйте демонстрационные счета, так результата будет намного больше. Все, всем удачи, всем спасибо. Ну, если не жалко, хотите отблагодарить, лайк, подписка, комментарий будут самой лучшей благодарностью. До свидания.